Всем привет, друзья! С вами студия «Кондитерская сестры». Хотим показать вам процесс создания вот таких вафельных цветов для декорирования торта. Это очень просто и справится каждый. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Нам понадобится кисть пошире, емкость с водой или водкой. С водкой новичку будет работать легче, так как она быстро испаряется и не дает сильно размокнуть вафельной бумаге. Мы сегодня работаем с обычной водой. Также нужна тонкая вафельная бумага. При работе с цветочными композициями нужно брать самую тонкую вафельную бумагу, толстая не подойдет, так как она хрупкая, с ней тяжело работать при вырезании мелких элементов и цветок получается грубым. Толщину нашей бумаги не подскажем, так как мы покупаем в кондитерских магазинах самую тонкую. Толщину, как правило, они не указывают, а просто обозначают тонкая, средняя и толстая. Сразу целую пачку вафельной бумаги мы не покупаем, так как со временем вафля приобретает неприятный запах, поэтому берем в магазинах с небольшим для себя запасом и храним в плотно закрытом виде при комнатной температуре. Для создания лепестков складываем лист пополам. Чтобы бумага не сломалась, можно по центру немного смочить поверхность кистью. Бумага становится мягкой и ее легко согнуть. И теперь вот так нарезаем полоски. Из одного листа А4 получилось 6 полосок. Также нам понадобится тонкая флористическая проволока. Толстую не используем, так как она очень сильно выделяется сквозь вафельный элемент и композиция получается грубоватой. Теперь одну половинку внутри смачиваем при помощи кисти. Образуется липкий слой, вставляем внутрь флористическую проволоку и накрываем следующей половинкой. Убираем в сторону и приступаем к следующему элементу. Мы работаем с водой, поэтому кисть должна быть полусухая, так как от избытка влаги вафельная бумага начнет размокать и деформироваться. Вот, к примеру, как на данном лепестке. В некоторых цветочных композициях такой эффект скручивания выглядит красиво, но нам сейчас нужны более ровные лепестки. Если вам нужно полностью окрасить элемент в какой-то цвет, водку или воду на данном этапе, добавьте водорастворимый краситель. Мы же окрашивать будем после. Теперь каждый лепесток вырезаем, придавая ему вот такую овальную форму. Также сейчас покажем еще один вариант создания таких лепестков. Он более бюджетным за счет того, что мы используем только один слой вафельной бумаги, тем самым экономя материал. А если вы знаете, что ваш холодильник создает много влаги, или если вы используете вафельную композицию на влажных кремах, к примеру, на креме чиз, то такой вариант создания вафельных лепестков вам не подойдет. Лучше будет создавать лепестки из двух половинок, так будет надежнее. Для тех, кто еще не знает, вафельная бумага боится влаги, и при контакте с влажным кремом она начинает размокать и сильно деформироваться. Поэтому, если вы делаете большие вафельные композиции, то торт нужно выравнивать сухим кремом, к примеру, ганашом. Прекрасный рецепт такого крема уже есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под роликом. Но если вы все же решите использовать крем-чиз, помните, что данный крем влажный, и каждый элемент вафельной бумаги, который прикасается к крему, нужно обязательно изолировать шоколадной глазурью или шоколадом. Вырезали вот такую форму, по центру делаем небольшой разрез, промазываем водой или водкой и сверху накрываем второй частью лепестка. И вот такой более тоненький вариант получается. Теперь нам понадобятся тычинки. Их можно приобрести в кондитерских магазинах или в магазинах для творчества. Также нужна темп-лента и плотная флористическая проволока. Лучше взять белую проволоку, но у нас сейчас нет ее, поэтому будем использовать зеленую. Плотную проволоку мы используем только для основания, чтобы цветок был устойчивым. Теперь тычинки складываем пополам. Для клейкости кусочек вафельной бумаги можно смочить в воде или водке и вот таким образом закрепить тычинки, чтобы они склеились между собой. Внутрь вставляем проволоку, а сверху закрепим темп-лентой. Для удобства ленту разделим на две части. Когда она более тонкая, работать намного удобнее. И сразу поверху обкручиваем и натягиваем ленту. Таким образом закрепляем проволоку к тычинкам. Темп-лента не липкая, а закрепляет нужные элементы только путем натягивания ее.
Теперь готовые лепестки нужно немного согнуть, чтобы придать им нужную форму. Для этого можно немного их смочить водкой. Лепесток размягчится, и его можно согнуть в нужную нам форму. Только будьте внимательны, чтобы не было переизбытка влаги. Также можно было бы изначально при склеивании двух половинок, когда лепестки еще влажные, укладывать их в какую-то форму. Знаем, что некоторые кондитеры делают нужные себе формочки из фольги, формируют лодочки и туда укладывают лепестки. При высыхании они сохраняют сформированную форму фольги. Также можно и придать нужную нам форму, держа лепесток над обычным домашним пароувлажнителем. Нам достаточно того эффекта, который получился у нас, создать, смазывая лепесток водкой. Наши элементы подсохли, и теперь начинаем собирать цветок. Берем основание, лепесток и прикрепляем его тейп-лентой к основанию. Обязательно натягиваем ленту, тогда цветок надежно закрепится. Прикладываем следующий лепесток и точно так же закрепляем его. Таким образом, в одном цветке у нас будет 7 лепестков. И теперь плотно до конца укручиваем тейп-лентой. Крутим вот таким образом. Наверное, в создании цветов это единственный процесс, в котором нужно подноровиться. Если остался кусочек ленты, его можно не обрезать. Оставляем этот хвостик, так как с помощью его далее можно будет еще что-то прикрепить. Теперь будем окрашивать. Мы используем сухой краситель, тут абсолютно не важно, какой он, жирорастворимый или водорастворимый. Используем вот такой яркий, но смешали его с крахмалом, чтобы цвет был не таким ярким. Набираем на кисточку, лишнее стряхиваем и припудриваем серединку. Работаем с сухими красителями только тогда, когда цветок уже полностью высох. Лишнее с цветка можно сдуть, и вот такой цветок у нас получился. Если хотите на край лепестка создать тонкую полоску цвета, можно краситель развести в водке и тоненько пройтись кистью по краю лепестка. Попробуйте так сделать, получается очень красивый эффект. Нам достаточно сейчас будет окрашивания серединки, а для того, чтобы соединить между собой несколько цветков и создать из них композицию, вот таким образом берем и скручиваем их между собой тейп-лентой. Сюда же можно еще добавить другие созданные нами цветочки. Как видите, этот цветок более деформированный, так как делали его первым и нанесли слишком большое количество воды, поэтому он деформировался. И на его создание вырезали лепестки меньшего размера. Точно так же подсоединяем и закручиваем лентой. А этот цветок был выполнен еще с более мелких лепестков. Но процесс создания везде одинаковый. Вот такая цветочная композиция получилась. Помните, что крупные элементы декора из вафельной бумаги используем на сухих кремах. Мы, как правило, выравниваем ганашом на белом шоколаде, и на таком креме вафельный декор чувствует себя отлично. Также помните о стабильных начинках для торта, так как любое, даже самое надежное покрытие для торта может треснуть при наличии внутри нестабильных начинок. Мы подготовили для вас видеорецепты отработанных нами и самых популярных среди наших заказов начинок торта с памятками и перерасчетами рецептур на множество диаметров. Подробности можно узнать на нашем сайте sestrykeks.com. Вафельные композиции можно готовить заранее и хранить в сухом месте. Мы храним в плотно закрытом контейнере или пакете. Только очень важно, чтобы вафельные элементы были полностью высохшими. Данными цветами мы украшали вот такой ярусный торт, на декор которого ушло около 20 листов вафельной бумаги формата А4. Наше видео подошло к концу. Благодарим всех, кто досмотрел его до конца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. А мы желаем вам удачи в создании вафельной композиции и до новых встреч в новых видео.